Итак, всем привет, это Галиев Шоу, и сегодня будут игровые новости. Расскажу о том, что делает ВКонтакте на российском игровом рынке, о том, что скоро в играх можно будет почувствовать запахи, в фильмах в том числе, и на какую сумму раздала Epic Games игры в 2022 году. Сразу спойлер, игры они раздали на несколько среднемесячных зарплат по России. В общем, не буду тянуть, всем приятного просмотра. И погнали. Итак, ВК собирается вложить 300 миллионов рублей в российские игровые студии в 2023 году. ВК провела презентацию развития игровой индустрии в 2023-2024 годах в рамках совещания с представителями отрасли. Оно состоялось еще 15 декабря. Коммерсант изучил содержание документов и поделился, что холдинг планирует инвестировать в отечественных девелоперов, а также вырастить профессиональных специалистов для работы в сфере интерактивных развлечений. Как гласит презентация, в 2023 году ВК собирается вложить в российские игровые студии около 300 миллионов рублей. Если верить собеседнику коммерсанта, знакомому с намерениями холдинга, ВК в первую очередь рассматривает проекты на стадиях прототипа или уже на раннем этапе производства. Разработчикам таких игр предложат особые условия для размещения на отечественных площадках ВК Play и Рустор. Напомним, компания начала активно привлекать девелоперов и геймеров на свой сервис дистрибуции в 2022 году. Тогда в составе ВК еще находилась фирма My.Games. За 4 года ее инвестиционный фонд вложил в создание видеоигр более 6 миллиардов рублей. С сентября 2022 года подразделение продали за 642 миллиона долларов. Также ВК намерена запустить профильные образовательные программы в крупных вузах вроде ВШ, ИТМО и ПГУ, чтобы подготовить квалифицированные кадры. По мнению экспертов, у стратегии ВК есть шансы на успех, так как в России есть спрос на видеоигры и есть разработчики, которые могут организовать новые студии. Все, что необходимо, это инвестиции. При этом отмечается, что нужны вкладчики, готовые к долгосрочным вливаниям средств и не ожидающие огромной окупаемости. Если опираться на мнение опрошенных газет и экспертов, в первую очередь инвесторов привлекут недорогие в создании проекты с коротким циклом производства. О высокобюджетных играх речь не идет, так как их продажи на одном только российском рынке не смогут окупить разработку. Ну и также напоминается, что ранее ВК обращалась к правительству РФ за субсидии в 3 миллиарда рублей, чтобы создать отечественный игровой движок. Позже компания решила заняться разработкой своими силами. Инструмент планируют выпустить к концу 2025 года. Магия франшизы Hogwarts Legacy стал самой продаваемой премиальной игрой в Steam. Она сейчас самая продаваемая премиальная игра в глобальном чарте Steam. Учитывается не тираж, а общий доход. Игра от Avalanche Software про школу магии сейчас занимает 5-е место в чарте, но выше нее стоят только Steam Deck и бесплатные игры с микротранзакциями: Counter-Strike Global Offensive, Dota 2 и Apex Legends. Таким образом, выручки от предзаказов Hogwarts Legacy превышают заработки Call of Duty Modern Warfare 2, который занимает 6-е место, и FIFA 2023, который занимает 10-е место. Игру про волшебников также можно назвать самой ожидаемой в 2023 году. В топе Steam по добавлению в список желаемого Hogwarts Legacy держит 1-е место уже несколько дней, обгоняя Starfield и The Day Before. На ПК, PlayStation 5 и Xbox Series релиз игры состоится 10 февраля. Версии для PS4 и Xbox One появятся 4 апреля, а для Nintendo Switch 25 июля. В 2022 году Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой консольной игрой в России. Холдинг M-Video Eldorado поделился сведениями о том, какие консольные игры пользовались наибольшим спросом в российской рознице по итогам 2022 года. Лидером оказался Cyberpunk 2077. По данным M-Video Eldorado, PlayStation 4 остается самой массовой консолью в РФ. На нее пришлось около 65% приобретенных игр. Между тем, почти втрое увеличилась доля PS5 с 7 до 20%. Далее в списке самых популярных приставок идут в порядке убывания
Nintendo Switch, Xbox Series и Xbox One. На CES 2023 представили технологию передачи запахов в играх и фильмах. Японские стартаперы из компании AromaJoin разработали программу Aroma Player и устройство для ее применения Aroma Shooter. С их помощью можно будет в реальном времени почувствовать запах подземки из Half-Life Alyx или Морозного утра The Elder Scrolls 5 Skyrim VR. Aroma Shooter не использует газ или жидкость, вместо этого разработчики полагаются на твердотельные картриджи. Всего заявлено более 100 различных ароматов от океанского бриза до кофе. Как готова только настольная версия Aroma Shooter, но вскоре стартует сбор средств на создание беспроводной версии для VR и AR устройств. Концепция этого прототипа и была представлена на выставке. Устройство крепится на шее игрока. Также программа Aroma Player сейчас позволяет создать плейлист запахов для любого видео с YouTube. Пользователи уже опубликовали свои подборки ароматов для множества игр. Например, трейлер ремейка Resident Evil 4 пахнет мокрой землей и испанским шалфеем. Правда, пока добавить к своим развлечениям запахи могут только обладатели тугих кошельков. Настольная версия устройства с 6 картриджами стоит $998. Новые запахи покупают отдельно за $54 за штуку. Мне кажется, это устройство приобретет популярность и в дальнейшем станет как часть игрового контента. Потому что, представьте сами себе то, что вы играете в Resident Evil, помимо того, то, что и так жуткая обстановка вокруг, при этом вы это будете также и чувствовать своим носом. Ну и последняя новость, даже скорее всего факт. Epic Games раздали игр на $2244 в 2022 году. Вот уже который год кряду Epic Games Store регулярно дарит своим пользователям игры. Чтобы вы понимали масштаб, сайт GameRant подсчитал общую стоимость проектов, которые раздали в 2022 году. За прошедший год в магазине Epic Games можно было забрать более 100 игр, не учитывая региональные ограничения. Если сложить стандартные розничные цены каждого проекта, то получаем около $2000. Эх, жалко только вот я не успел на раздачу Metro Last Light Redux, к сожалению. Ну ладно, в любом случае эту игру поиграю. Сейчас еще также хочу сказать то, что в данный момент у меня проходят стримы, там где я прохожу игры, поэтому буду рад тебя видеть на стриме. Ну и собственно спасибо то, что ты досмотрел это видео до конца. Желаю тебе хорошего настроения и в общем буду рад, если ты подпишешься и напиши комментарий, какие игры ты успел собрать с Epic Games. И еще также будет интересно почитать о том, какие бы запахи ты бы хотел добавить вон в ту штучку, про которую я рассказывал ранее. Ну что ж, ребята, всем пока.